Всем привет! Сегодня приготовим торт «Графские развалины». Это очень эффектный и аппетитный торт, который прекрасно подойдет для праздничного стола. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие видео. Первым делом займемся приготовлением теста для коржей. Готовить будем два коржа, обычный и шоколадный. Для первого коржа разбейте 5 яиц. Добавьте 5 столовых ложек сахара и взбивайте на максимальных оборотах миксера в течение 10 минут, не меньше. Это очень важно, поскольку именно благодаря такому длительному взбиванию бисквит получается очень пышным и нежным, без добавления разрыхлителя. Когда яйца будут взбиты, они при этом увеличатся в объеме в несколько раз, добавьте 5 столовых ложек муки. Муку добавляйте в несколько приходов, лучше ее несколько раз просеять. Вмешивайте муку лопаткой очень аккуратно, как бы приподнимая тесто. Готовое тесто вылейте в форму для запекания, смазанную сливочным маслом. Смазывать нужно и дно, и стенки. Отправьте форму с тестом в духовку, разогретую до 180 градусов, и выпекайте примерно 25-30 минут, зависимо от мощности духовки. Первый корж готов, оставьте его до полного остывания, а пока займитесь приготовлением шоколадного коржа. Взбейте 4 яйца, добавьте 4 столовые ложки сахара и взбивайте по тому же принципу, что и первый корж, в течение 10 минут. Когда яйца будут взбиты, добавьте 1 столовую ложку какао и аккуратно вмешайте. Затем просейте 3 столовые ложки муки и вмешайте их в яйца. Полученную массу вылейте в форму для запекания, смазанную сливочным маслом, и запекайте в духовке, как и первый корж. Готовый шоколадный корж также оставьте до полного остывания. Пока коржи остывают, приготовьте крем. Взбейте сметану с сахаром и ванильным сахаром. Если сметана слишком жидкая, добавьте 1 чайную ложку загустителя. Но слишком густым крем делать не нужно, поскольку он должен пропитать торт. Приготовьте шоколадную глазурь. Для этого смешайте 50 мл воды, 30 г сливочного масла и 50 г сахара. Перемешайте и доведите до кипения. Затем всыпьте 2 столовые ложки какао, перемешайте и уваривайте на медленном огне минут 5. Снимите глазурь с огня и дайте ей остыть. После остывания она загустеет. Коржи остыли, разрежьте каждый вдоль пополам. Низ белого коржа будет дном нашего будущего торта. Поскольку я выпекала коржи в квадратной форме, я обрезаю углы, чтобы придать торту округлой формы. 1 половинку белого коржа и 2 половинки шоколадного нарежьте крупными кубиками. Смажьте дно торта сметанным кремом, а сверху начинайте поочередно выкладывать белые шоколадные бисквитные кусочки, обмакивая их в крем. Таким образом сформируйте горку. Залейте получившуюся горку сметанным кремом. Сверху полейте приготовленной шоколадной глазурью. Присыпьте измельченным арахисом или грецкими орехами. Торт «Графские развалины» готов. Оставьте его минимум на 2 часа, чтобы он пропитался. Когда он хорошо пропитается, он будет легко нарезаться аккуратными кусочками и не будет разваливаться. При этом он станет очень нежным, мягким и сочным. Приятного чаепития!